Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні покажу і розкажу, як правильно зробити пісочну корзинку. І поділюсь іще одним рецептом смачної пісочної крихти. Зараз багато хто готує заливні пироги з різними ягодами та фруктами, тому сподіваюся, це відео буде корисним. Это все те продукты, которые понадобятся. Просеянная мука, сахарная пудра, не заменяйте ее сахаром даже мелким, разрыхлитель, сливочное масло с холодильника, не надо замораживать, просто остывшее, хорошо остывшее, холодное яйцо одно и столовая ложка молока, и если понадобится, буду смотреть по тесту. Масло обваливаю в муке и натираю на крупной терке. Только не все сразу, а небольшими порциями. И сразу же перемешиваю с мукой уже натертое масло, чтобы оно не комковалось. Теперь мне понадобится скребок, я его уже несколько раз показывала в видео. Он повторяет форму миски, поэтому легко можно порубить, перемешать в более мелкую крошку. Сюда же добавляю сахарную пудру, разрыхлитель. Все это обязательно просеиваю. Пакетик ванильного сахара и щепотку соли, так как замешиваю на масле. Если будете месить на маргарине, соль можете не добавлять. Но я бы все равно маленькую щепотку добавила. Снова все это хорошо перемешиваю. Соединяю все продукты. И добавляю яйцо. Продолжаю также замешивать скребком. И если вы видите, что эта крошка долго остается сухой, плохо соединяются продукты, поэтому добавляю столовую ложку молока, обязательно холодного. Видите, начинают появляться крупные крошки, то есть продукты соединяются в комочек. Масса более влажная. И сейчас она легко соединится, тесто легко замесится. Я одела перчатки, чтобы не согревать масло, не согревать тесто. Вот таким вот образом сжимаю, собираю в один комочек. Видно, что оно легко уже склеивается, более липкое, не такое сухое. Сейчас только соберется в один комок, и я его подмешу на столе. Коврик совсем чуть-чуть подпыляю мукой, только так, чтобы тесто вымесить до однородности, но не умешивать в него уже много муки. Лишь бы оно сейчас не прилипало к коврику. Вот такое получается тесто. Матовое, не блестит от жира, это значит, что масло в нем не растаяло. Средней консистенции, гладкое, однородное. Откладываю в сторону. Оставляю его минут на 5. Хорошо подпыляю мукой, чтобы оно не бралось корочкой, не подсыхало. Сейчас зачищу коврик и начну раскатывать. Может, остались где-то кусочки теста. При раскатке они не нужны. Но прежде хочу показать, какая форма. Вот такая форма для тартов. Я ее ничем не смазываю, она с покрытием. И к тому же песочное тесто жирное, поэтому под него не надо ничего смазывать. Вот так поднимается донышко. Очень легко потом извлечь пирог из формы. Ее размеры обязательно укажу под рецептом в описании. Снова коврик подпыляю мукой. Раскатываю в круглую лепешку толщиной чуть меньше, чем полсантиметра. Катаю в разных направлениях, чтобы получился именно круг. Немного еще раз подпыляю сверху и переворачиваю вот этой вот гладкой стороной вниз, чтобы красивые и гладкие получились бортики, а не в этих морщинках, в трещинках. Снова продолжаю раскатывать по всей площади, чтобы тесто получилось одинаковой толщины. И посередине, и с краешку. Теперь можно померить вот таким вот образом к донышку, учитывая еще высоту бортиков. Накручиваю тесто на скалку. Немного его раскручиваю. И укладываю так, чтобы еще свисало с бортиков. Вот таким вот образом. Очень легко работать с этим тестом, не надо его охлаждать, иначе оно станет более плотное, при раскатке начнет трескаться. А так посмотрите, какое оно послушное. И сейчас беру, приподнимаю вот это тесто и опускаю
так вот до самого донышка. Вот таким вот образом. Теперь к бортикам его придавливаю, когда оно уже опущено, чтобы оно хорошо улеглось. И скалкой, начиная от середины, прокатываю в одну сторону и теперь в другую. Убираю лишнее тесто, оно нам еще пригодится. И начинаю работать с корзинкой. Снова прижимаю бортики, поднимаю тесто немного выше формы, так как при выпечке оно чуть-чуть опустится. А нам надо, чтобы корзинка получилась по максимуму глубокой. Донышко густо накалываю вилочкой и поставлю эту корзинку в холодильник. Минимум на 40 минут, но лучше оставить на час, можно и на дольше. Работать с этой формой надо аккуратно, чтобы вы не выдавили донышко, не подняли тесто. Лучше переносить на какой-нибудь основе, ну хотя бы на досточке. Если хотите затирать сверху пирог тестом, то соберите его в однородный комочек и заморозьте. Но я хочу показать, как из него сделать крошку, чтобы пирог получился более нежный, красивый. И я думаю, он будет даже вкуснее. Разрываю его сразу на небольшие кусочки. Осталось у меня 100 грамм теста. И добавляю 2 чайные ложки муки. Пока достаточно, потом посмотрю по крошке. И все это хорошо перетираю руками. Разрываю, перетираю. Вы часто пишете, почему песочное тесто разрывается, крошится. Это от того, что вы забиваете его мукой. Вот чем больше в тесте муки, тем более крохкое оно получается. Поэтому сейчас эту муку вмешиваю в тесто. На производстве так всегда спасали тесто, потому что постоянно были какие-то обрезки и постоянно нужна была крошка. Перемешивали вот так с мукой и перетирали через грохот. Кто работал на производстве, знает, что такое грохот. Ну, по крайней мере, так он у нас назывался. Это такое большое сито с ячейками где-то, наверное, полсантиметра. Может быть, чуть меньше. Получается вот такая вот, ну, можно сказать, уже крошка, только неравномерная. Суховатое тесто, более плотное. Смотрите на свое тесто, на свою крошку, насколько оно рассыпается. И если надо, добавьте еще немного муки. Дома грохота нету, сито мелкое, поэтому перетираю все это с помощью терки. Вот такая получается крошка, сыпучая, равномерная. И вы рукой сами почувствуете, что она совсем не такая, как штрозель. Но еще раз повторюсь, тесто можете заморозить и натереть сверху пирога. Но очень советую. Попробуйте приготовить такую крошку, я уверена, вам понравится. Песочная корзинка простояла в холодильнике 50 минут. И уже нагрелась духовка, температура 200 градусов. Ставлю выпекать без всякого груза, потому что тесто остыло, застыло, стало более плотным. Температура высокая, запечется и так. Выпекалась она 10 минут при температуре 200 градусов. Второй уровень духовки снизу, чтобы хорошо подпекалось, это ниже среднего, всего у меня их 5. Режим подогрев вверх-вниз без конвекции. Сверху густо засыпаю крошкой. Заливка может быть любая. Сметанная, творожная, заварной крем. На моем канале найдете много разных рецептов. Особенно мне нравится в пироге ложный сырник. Ссылочку на это видео оставлю в описании над рецептом. Это сметана с добавлением пудинга и взбитых белков с сахаром. Получается очень пышная, воздушная, легкая. Если еще не готовили, обязательно посмотрите это видео и приготовьте. Крошка подрумянилась. Пирог такой аппетитный, ароматный. Дам минут 10 постоять в форме и сниму ободок. Снимается он очень легко, я показывала. Ставлю на тарелочку, опускаю его. Аккуратно его переставляю на решетку. Пусть полностью остынет. Надеюсь, видео было для вас полезным. Я в нем ответила на часто задаваемые вопросы. Если что-то пропустила, пишите в комментариях. Буду знать, на что еще обращать внимание, и обязательно отвечу. Ну
Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за подобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.